Сегодня узнаем, как встречают Новый год в разных странах. Новый год начинается 1 января. Во все времена и у всех народов наступление Нового года считается праздником. Но не всегда этот день приходился на 1 января. В Древнем Египте, например, Новый год праздновали в начале лета, во время разлива Нила. В Древней Греции 22 июня, в самый длинный день года, а летоисчисление греки вели от знаменитых Олимпийских игр, которые устраивались в честь легендарного Геракла. В середине века в Англии Новый год встречали с приходом весны 1 марта. Во Франции во времена Великой Французской революции Новый год праздновали 22 сентября, в день образования республики. Впервые календарь, в котором год начинался с 1 января, вел римский император Юлий Цезарь. В России Новый год праздновали в начале осени, 1 сентября. В 1700 году Петр I перенес празднование на 1 января. Первый день Нового года начинался парадом на Красной площади в Москве, а вечером небо озарялось яркими огнями праздничного фейерверка. В новогоднюю ночь по домам ходили ряженые, дети и взрослые, одетые в маски из шкуры животных. Они пели, танцевали, посыпали пол зерном, желая хозяевам богатого урожая. На Украине канун Нового года называли «Щедрый вечер». Дети и взрослые ходили из дома в дом, носили большую соломенную куклу Коляду, поздравляли хозяев, пели песни щедровки или колядки. Гостям вручали подарки, выпеченных из теста лошадок, коровок, петушков. И сейчас Новый год празднуют в разное время. В Италии, например, 6 января. Здесь считают, что начинать его нужно, освободившись от всего старого. Поэтому в новогоднюю ночь принято выбрасывать из окна старые вещи. Все итальянские ребятишки с нетерпением ждут добрую фею Бефану. Она прилетает ночью на волшебной метле и открывает двери домов маленьким золотым ключиком. Войдя в комнату, где спят дети, фея наполняет подарками детские чулки, специально подвешенные к камину. Тому, кто плохо учился или шалил, Бефана оставляет щепотку золы или уголек. Обидно, но ведь сам виноват. Итальянского Деда Мороза зовут Бабо Натале. У него также припасены гостинцы для детишек. Обычай дарить новогодние подарки пришел к нам из Древнего Рима. Говорят, что первыми подарками были ветви лавра, которые предвещали счастье и удачу в наступающем году. Французский Дед Мороз, Пер Нуэль, в новогоднюю ночь оставляет подарки в детских башмачках. К новогоднему столу готовят пирог и запекают в нем боб. Тот, кому достанется боб, получает титул бобового короля. И в праздничную ночь все подчиняются его приказам. К чешским и словацким детям приходит веселый человечек, одетый в мохнатую шубу и высокую баранью шапку, с коробом за спиной. Зовут его Микулаш. А в Швеции перед Новым годом дети выбирают королеву света Лочию. Ее наряжают в белое платье, на голову надевают корону с зажженными свечами. Лочия приносит подарки детям и лакомства домашним животным: кошке сливки, собаке сахарную косточку, ослику сладкую морковку.
А в Англии возник обычай обмениваться к Новому году и поздравительными открытками. Первая новогодняя открытка была напечатана в Лондоне в 1843 году. Британского Деда Мороза зовут Санта-Клаус. В новогоднюю ночь он проводит по улицам веселые карнавальные шествия, в которых принимают участие сказочные персонажи: Лорд Беспорядок, Хобби-Хорс, Мартовский Заяц, Шалтай-Болтай, Панч и другие. Немецкий Санта-Клаус приезжает к детям на ослике. Перед сном ребята ставят на стол тарелку для подарков, а в башмаки кладут сено, угощение для ослика. В Голландию Дед Мороз приплывает на корабле, и дети встречают его на пристани. Любители розыгрышей и шуток, Дед Мороз часто дарит детворе марципановые фрукты, игрушки с сюрпризами, леденцовые цветы. 108 ударов колокола возвещают о приходе Нового года в Японии. Японские дети встречают его в новой одежде. Считается, что это приносит здоровье и удачу. Двери домов принято украшать ветками сосны, бамбука и сливы. Сосна олицетворяет долголетие, бамбук – верность, а слива – жизнелюбие. Ледяные дворцы и замки, огромные снежные скульптуры сказочных героев украшают под Новый год северные японские города. В каждой семье готовят моти – колобки, лепешки, булки из рисовой муки. В комнатах ставят ветки, украшенные шариками моти, новогоднее деревце мотибана и ждут Деда Мороза, которого в Японии зовут Сигацу-сан – господин Новый год. Английские новогодние традиции перешли и в Австралию, так как первыми поселенцами в этом краю были англичане. Но здесь круглый год очень жарко, и поэтому Дед Мороз не носит шубу. В разных частях Индии Новый год отмечают в разное время года. В начале лета праздник Лори, а когда наступает осень, приходит праздник огней Дивали. На крышах домов, на подоконниках расставляются тысячи светильников и зажигают их в праздничную ночь. Девочки пускают по воде маленькие лодочки, которые тоже светятся огоньками. Новый год – праздник весны Тен. Все это название самого веселого вьетнамского праздника. Ветви расцветающего персика – символ Нового года – должны быть в каждом доме. В полночь ребята начинают пальбу маленькими самодельными хлопушками. А в Китае в это время на улицах и площадях зажигают бесчисленное множество маленьких фонариков. В полночь 31 декабря с последним ударом часов на Кремлевской башне наступает Новый год в нашей стране. Это самый любимый праздник ребят. Где бы люди на нашей планете не встречали Новый год, они желают друг другу мира и счастья. С Новым годом, дорогие друзья!